стирает эмаль. И вот причина. Нет. Наши зубы, они связаны с особенностью активного или неактивного желудка. В случае, если у человека желудок активный, есть люди, которые реагируют эмоционально, и у одних людей появляется кислотность или выделяется пепсин и соляная кислота в двенадцатиперстную кишку, а есть другие, у которых выделяется в желудок. У одних появляется метеоризм, они от страха их начинают пучить, появляется диарея. У других от страха или беспокойства появляется высокая кислотность в желудке. Вот те, которые склонны к тому, чтобы реакция на выделение кортизола, который выделяется надпочечниками, который является как бы прекурсором появления вот этой нервозности, реакции, а уже кортизол, он стимулирует появление адреналина, норадреналина, прогестерона, тестостерона, гормонов надпочечников, после чего может за счет этого выделяться инсулин, может выделяться соляная кислота, пепсин, может выделяться там, тироксин, может выделяться там гипоталамическо-гипофизарные гормоны, может выделяться слюнотечение, появляться, может быть отдышка, потому что гормоны тимуса могут влиять, может быть перикардит там, на фоне того, что появляется вот такая нервозность и так далее. Это все гормоны, которые есть в нашем теле, эндокринология. И вот таких, их много у нас, желез всевозможных. И вот такие гормоны, они могут заставить в желудке у одного человека выбросить в желудок соляную кислоту, а у другого человека в двенадцатиперстную кишку, а у третьего человека не выбросить. Вот те, кто склонен к тому, чтобы у них выбрасывалось в желудок, будут склонны к тому, что такая кислотность будет повышаться в пищеводе. И, конечно же, будет проникать в слюну, в ротовую полость, и будет таким образом как бы сжечь вам зубы. В случае, если у человека есть склонность там, к худобе, к астении, к недоеданию, это будет приводить к появлению голодных гастритов, гастродуоденитам, гастродуоденальному ночному рефлексу. Это будет приводить к тому, что там желчь, она же ощелачивает, она не выделяется, у человека это все проникает или выделяется в большом количестве, тоже может проникать, забрасываться в ночное время. Это все окрашивает эмаль зубов в желтый цвет. Конечно, для того, чтобы этого не было, что снижает? Сода снижает, снижает еще рис, снижает еще увеличенное употребление кремния. Именно поэтому в тех странах, где увеличено употребление кремний содержащих продуктов питания, почему кремний? Кремний является мощнейшим энтеросорбентом. Любой кремний это сорбент. Рис едите, сорбент. Почему сорбент? Потому что кислота уничтожает бактерии, потому что появляется там накопление, не может пища перевариться, какие-то стазы пищи происходят там, и так далее. Это все может приводить к тому, что там, желудок, там, поджелудочная железа вновь выделяет соляную кислоту, ну и так далее. И такой вот сложный процесс. Для того, чтобы этого не было, необходимо принимать сорбенты. Я тоже пошел по этому пути, сделал препарат, называется у нас, как у нас называется, антисорб, да? Как у нас называется данный препарат? Сейчас посмотрю. Формула. Очень много препаратов, чуть-чуть забыл. Антитокс. Данный препарат у нас называется антитокс. Он сделан из вещества кремний, является одним из мощных сорбентов, который прямо рекомендую использовать. Если хотите, чтобы зубы были белыми, используйте антитокс. Его очень несложно использовать. Он в гелеобразной форме продается в моей компании. Его можно взять 1 чайную ложку, растворить в 1-2 стакане воды и пить на протяжении дня или за один раз. Я делаю так. Я беру 1 столовую ложку, развожу в 1 литре воды, взбалтываю во время тренировки, когда бегаю там на орбитреке или еду на велосипеде, или еду там где-либо, или там путешествую где-либо. Беру с собой и пью как водичку.
Используя это и давая это детям, я убедился в том, что улучшается эмаль зубов, улучшается белизна и белков глаз, и десен и так далее. Великолепное средство, прям вот двумя руками топлю за